В глубинах дальневосточных лесов скрываются тайны, которые лучше не тревожить. В этих мрачных чащах обитают амурские тигры, одни из крупнейших и самых опасных хищников на планете. В конце прошлого века один из таких тигров наводил ужас на жителей села Соболиное в Пожарском районе Приморского края. Сообщения о разорванных охотниках, забредших далеко в лесную чащу, стали обыденностью, но это было только началом. Этот тигр, получивший прозвище «Пожарский людоед», стал символом страха и опасности для местных жителей. Его жертвами становились не только охотники, но и случайные путники, осмелившиеся зайти на его территорию. В течение нескольких лет этот хищник терроризировал окрестности, оставляя за собой кровавый след, напоминание о том, что в этих лесах когда-то царил первобытный ужас. 3 декабря 1997 года в штаб руководителя Бикинской оперативной группы «Тигр», контролирующей деятельность браконьеров и диких зверей в данном регионе, Юрия Труша, поступил звонок от некого Андрея Нафричука, сообщившего о том, что на жителя села Соболиное Владимира Маркова совершил нападение тигр. Прибывший на место происшествия Труш сразу же обнаружил на снегу возле дома Маркова следы крупной кошки диаметром 13,5 см. Как выяснилось, тот вечер Нафричук договорился с Марковым пойти вместе на подледную рыбалку, но сильно напился и опоздал практически на целые сутки. Он поймал попутку, доехал до Соболиного и примерно еще километр прошел пешком до самого дома Маркова. Когда к полудню он оказался возле хижины, он остолбенел. Снежная тропа от самой двери до деревьев была залита кровью. Вначале Нафричук подумал, что хозяин приволок в дом свежеразделанную добычу, но затем он увидел следы тигра на снегу вокруг дома. Обойдя хижину, наткнулся на окровавленный труп охотничьей собаки. В следующее мгновение раздалось глухое рычание, и Нафричук понял, что произошло. Медленно попятился назад, стараясь не привлечь внимания гигантской кошки. Ему удалось покинуть опасное место, добраться до поселка и сообщить по телефону о случившейся трагедии. Руководитель оперативной бригады, обследовав место трагедии вместе со своими помощниками и собаками, пошел по кровавому следу в лесную чащу. Пройдя около 100 метров, они обнаружили первые страшные находки: обглоданные до бела голову, бедренную кость и кисть руки охотника. На следующей проталине удалось найти все остальное, что осталось от Владимира Ильича Маркова. Изорванная куча ветоши, из которой торчали сломанные кости. В одном из разодранных рукавов куртки виднелась нетронутая кисть второй руки. Как вспоминал позднее сам руководитель группы Юрий Труш, никогда прежде мне не доводилось видеть, чтобы человек был уничтожен столь скрупулезно и столь беспощадно. Вскоре опросивший жителей села Труш выяснил, что незадолго до этого Марков застрелил маленького тигренка и серьезно ранил его мать, а полученную шкуру выменял на снегоход «Буран». Найденные неподалеку от дома Маркова клетки-ловушки с целыми связками волчьих капканов подтвердили догадки о том, что Владимир Ильич занимался весьма темным делом. Он был заядлым браконьером, занимавшимся продажей тигриных шкур через черный рынок. Версия возмездия раненой тигрицы за своего убитого детеныша тотчас же разнеслась по всей округе. Месть среди зверей – явление, как это ни покажется странным, весьма распространенное. Чувство мести тесно связано с чувством собственничества, которое у тигров выражено предельно ярко. Это одна из основных черт характера, особенно проявляющаяся, когда дело касается территории, спаривания и добычи. Свои границы тигры ревностно охраняют, а за свою территорию бьются насмерть. Кроме того, тигры способны мгновенно анализировать новую информацию, определять ее источники и мотив и совершать соответствующие действия, исходя из полученных данных. И мысль о карающей длани в облике яростной тигрицы была бы вполне допустима, если бы не одно «но». Замеры следов, обнаруженных возле хижины Маркова, показали результат в 13,5 см. Как известно, самые рослые тигрисы способны оставить в снегу след не более 10 см по наибольшей стороне. А это говорило о том, что разорвал браконьера самец, причем крупный, весом более 200 кг. На это указывали отпечатки тигриного носа, оставшиеся кое-где в снегу и явно принадлежавшие большому тигру. Судя по следам, зверь прихрамывал на одну лапу, возможно, перед самой смертью Марков успел зацепить тигра с ружья. Поскольку версия о мести тигрицы отпала, Труш решил продолжить расследование. Из разговора со старым охотником Иваном Дункаем выяснилось следующее. 1997 год выдался для тигров крайне тяжелым в плане пропитания. Их основная добыча – кабаны – в этом году сильно болели каким-то недугом, и их популяция резко сократилась. Сокращению этому также немало способствовали и охотники, среди которых тот самый Владимир Марков.
В конце ноября охотничьи собаки Маркова случайно вывели его на тропу, где тигр только что убил кабана и принялся было трапезничать. Потревоженный незваными гостями, тигр убил одну из собак. Марков выстрелил в него и попал в лапу, и раненый зверь отступил в чащу. Испуганный до смерти браконьер, зная, что тигр будет преследовать его, петлял 7 километров по лесу, пока не пришел к старику Дункаю. Тот выслушал его и дал ему совет: «Уходи из тайги, пока не поздно, тигр тебя живым не оставит». Но злопамятное животное все же выследило обидчика и нашло его хижину в лесу. Там зверь выжидал его несколько дней, затаившись в чаще леса и дожидаясь прихода хозяина. Странные проталины, на которых были впоследствии обнаружены изуродованные останки Маркова, по-видимому, были оставлены подкарауливающим его в течение нескольких дней тигром. В отличие от своих южных теплолюбивых собратьев, бенгальских тигров, дальневосточные уссурийские или амурские предпочитают держаться от людских поселений подальше и нападают на людей только в крайнем случае. Это в Индии считается, что до 4 убийств еще не людоед. Но то Индия. Там у хищников и реалы другие, и плотность людского населения не такая, как в дремучей тайге. Здесь же, в мрачных и холодных дальневосточных лесах, дело обстоит по-другому. Зверь, однажды испробовавший человеческой крови и получив пулю, навсегда становится другим. 10 декабря 1997 года ушел в лес и не вернулся житель села Соболиное Андрей Почепня. 20-летний Андрей всего несколько дней назад вернулся из армии и решил предаться былой страсти охоте. Вместе со своим товарищем Денисом они часто расставляли капканы на берегу реки Тахала, неподалеку от того места, где она впадает в Бикин. В пятницу утром Андрей в одиночку отправился проверять капканы, несмотря на предостережение жителей села о тигре-людоеде. Больше его никто не видел. 15 декабря 5 жителей деревни, включая отца Андрея и его товарища Дениса Бурухина, взяв ружья, отправились на поиски исчезнувшего охотника. Следы пропавшего Андрея вели к охотничьей хижине на берегу реки. Возле нее клочьями был разбросан растерзанный матрас, вокруг которого вились цепочки больших тигриных следов. Зверь напал на вооруженного охотника совершенно открыто, с расстояния 5 метров, что совершенно не свойственно тиграм. Создавалось впечатление, что это была не охота голодной кошки на добычу, а война зверя против человека. Тела Андрея нигде не было, но на снегу лежала его винтовка, старая трехлинейка Мосина. Оружие было заряжено, а капсуль патронов в стволе пробит. Видавшая виды винтовка отдала осечку. Тело Почепня, точнее, то, что от него осталось, обнаружил в 40 метрах от сторожки его отец. Это была почерневшая от крови груда изорванной одежды, среди обрывков которой можно было разглядеть часы и нательный крестик. Все выглядело так, будто человека разнесло попаданием артиллерийского снаряда. В этот раз людоед не оставил даже костей. Явление для хищных зверей беспрецедентное. Вся округа буквально встала на уши. Спустя сутки после обнаружения останков Почепни Соболиное наводнили военные Уралы, набитые вооруженными людьми, а на всех дорогах, ведущих к селу, были выставлены блокпосты. Прибыли и бойцы оперативной бригады «Тигры» со своим руководителем Юрием Трушем. Началась охота на пожарского людоеда. Тот факт, что Марков и Почепня были растерзаны одним и тем же хищником, ни у кого не вызывал сомнения. Характер следов на обоих местах преступления говорил об одном – тигр был ранен и сильно ослаб. Но он все еще оставался громадным зверем силой укуса под 80 кг на сантиметр квадратный. А для того, чтобы переломить человеческую шею, требуется в 10 раз меньшее усилие. Непонятно было, каким способом умертвил Андрея тигр, перекусив ему шею или убив ударом лапы. Британский писатель и исследователь Реджинальд Бертон наблюдал однажды, как в Индии тигр ударил загонщика лапой по спине, защищенный толстым металлическим щитом. Загонщик отлетел в другой угол клетки и потерял сознание, а щит был измят и насквозь пробит когтями тигра. Поэтому даже голодный и ослабленный тигр является собой настоящую машину для убийства. Вооруженные люди пошли по следу зверя на запад от места гибели Андрея Почепни. Было ясно, что рано или поздно они его настигнут. Был разгар декабря, лютые морозы сковывали таежные леса, а столбик термометра показывал ночью 40-45 градусов ниже нуля. Для того, чтобы выжить в таких условиях, взрослому тигру нужно потреблять около 20 килограмм мяса в сутки. Раненый и изможденный зверь явно не сможет обеспечить себя таким количеством добычи, если только снова не нападет на человека. Спустя неделю погони Труш и его люди вышли на большую поляну, окруженную высоким ельником. Внезапно собаки залились лаем и стали пятиться назад. Тигр-людоед был здесь.
Нападение тигра всегда начинается не с прямого контакта с ним, а с оглушительного рычания, обладающего мистическим свойством заполнять все окружающее пространство. Из-за этого совершенно непонятно, откуда появится зверь. На близком расстоянии это рычание порождает неимоверный страх, при котором все рефлексы и инстинкты словно бы отключаются, и человек и животное замирают неподвижно, не в силах ступить ни шагу. Те, кто хоть однажды слышал этот громогласный рык, утверждают, что он будто пробирает тело насквозь. Бывалые авторитетные биологи утверждают, что при этом возникает ощущение, будто земля уходит из-под ног. И только после этого тигр атакует жертву, совершая прыжок из зарослей на добрый десяток метров. Так было и в этот раз. Но бойцы среагировали вовремя. Громадный зверь был убит залпами автоматических карабинов буквально в прыжке. Это действительно был самец, крупный, но далеко не рекордных размеров. Длина его туловища составляла 270 сантиметров. О весе говорить было тяжело, поскольку хищник был явно истощен. Все тело тигра было усеяно шрамами и следами от пуль охотников. Здесь были явно застарелые раны, полученные животным задолго до ранений, нанесенных ему браконьером Марковым. Этот тигр многократно подвергался нападению людей, и человек для него превратился в лютого врага. Тушу убитого зверя транспортировали в село Соболиное, дабы успокоить жителей, а из шкуры тигра-людоеда сделали чучело и передали в музей имени Арсеньева во Владивостоке. Стремительный рост браконьерской охоты на амурских тигров, усилившийся после открытия границы между Россией и Китаем в 90-х годах, привел к массовому отстрелу этих величественных животных. Добывать тигриные шкуры ринулись бывалые браконьеры, бывшие предприниматели и простой безработный люд. Только в период с 1992 по 1994 годы было убито более сотни уссурийских тигров, четверть их общей популяции в дальневосточном регионе. Алчность человека не знает границ, а его рассудок, замутненный жаждой поживы, зачастую творит зло, сам того не ведая. История с пожарским тигром-людоедом яркий тому пример. Своими деяниями люди сотворили монстра, и последствия этих действий не заставили себя ждать.